Сейчас мы с вами попробуем узнать, что же случилось с парнем из ФБР, куда он делся. Перед тем, как мы начнем, я тебе рекомендую подписаться на мои социальные сети в Инстаграм и в мой Дискорд сервер. Там ты сможешь посмотреть, как я живу, ну и, конечно же, поближе со мной познакомиться. Ссылочки в закрепленном комментарии. Ребята, я по-прежнему лысый, потому что по-прежнему жарко. Но, несмотря на это, я снимаю для вас видео, и сегодня мы с вами попытаемся разузнать, что же случилось с парнем из ФБР. Да, кто не знает, кто это, сейчас я вам покажу. Конечно же, давайте достанем наш Mystery Machine. Где? Вот это наша машина. Ставим вот такой вот цвет и пишем Mystery Машин. Как в Скуби-Ду, ребята, как в Скуби-Ду. Поехали. Итак, мы с вами двигаемся в кинотеатр, потому что в кинотеатре у нас есть афиша и премьера фильма, который нам рассказывает рассказывает историю вот этого вот нашего человека, который работал в ФБР. Как вы видите, кино называется «Первый контакт». Что означает, ребята, непонятно, но можно с уверенностью сказать, что не все так однозначно. Окей, давайте пойдем глянем, что за фильм. Итак, ребята, мы появляемся с вами возле здания агентства, то есть он там работает. Кто не видел видео про это здание, обязательно посмотрите, там полный его обзор. Итак, он приезжает в какое-то место поздно ночью. Но это мы, в принципе, с вами знаем. Он вооружен, это значит, что там что-то опасное. Не просто же так он взял. Тут он видит какой-то странный бункер, какую-то пещеру, какую-то дверь, ребята. И, скорее всего, там что-то страшное находится. Попадая туда, он, ребята, замечает вот такие вот эмблемы агентства. И у него, видите, над головой такой, типа, вопросительный знак. Он не понимает, что же это такое. И тут он приезжает в свою базу агентства и начинает что-то печатать, что-то искать. Вдруг с ним что-то происходит, и он становится зеленым. То есть он превращается в какого-то монстра, либо в зомби, либо еще в кого-то, фиг его знает. И тут мы видим, что он теперь с оружием сидит на базе криминала. Это, ребята, мы все знаем эту локацию. Что это может означать? Это может означать то, что в агентстве, точнее, в том месте, где он был, что-то с ним произошло. Что-то непонятное с ним произошло. Он потом приезжает и через какое-то время становится зеленым. Но он в сознании, с ним все хорошо. Он с оружием и сидит на базе криминала. Очень странно. Давайте сейчас поедем на эту базу криминала и посмотрим, что же там такое. Возможно, мы там сможем найти какие-то разгадки. База криминалов у нас находится за автомастерской, за автосалоном. Если мы туда с вами отправимся, никто не знает об этом месте. То есть это очень секретное место. Хорошо. Что мы видим, ребята? Он сидел вот примерно вот здесь. Примерно вот здесь он сидел с оружием. Даже если мы сейчас его возьмем, сделаем вот как будто он так и сидел. Вот он так вот сидел, ребята. Так он и сидел, точно в таком же положении. Но что с ним случилось потом? Что после этого? То есть мы не знаем дальнейшую его судьбу. Сейчас мы попробуем с вами разгадать. Мы сейчас попробуем с вами разобраться, что же с ним действительно случилось. Итак, вылазим отсюда и начинаем свой долгий и интересный путь. Надеюсь, что вы уже поставили лайк. Если вы хотите больше таких расследований, пишите об этом в комментариях. Итак, что мы имеем? Мы имеем то, что он бандит. Он стал бандитом. Значит, он работал один, либо работал с командой. Где его команда? Непонятно. Но мы знаем, чем он занимался, приблизительно. Бандиты что делают, ребята? Можете написать в комментариях, что делают бандиты. Может быть, я что-то упустил, но мне кажется, что бандиты в основном грабят, да? И грабят они банки и прочие какие-то места, где есть деньги. То есть даже и банкоматы тоже можно ограбить. Но мы знаем, что есть у них потайная база, которая находится вот здесь, Cleaners. Почему именно здесь находится потайная база, сказать тяжело. Я не знаю, какая участь у них, но мне кажется, что это все какие-то подпольные организации, которые никто не знает, потому что, извините, в автосалоне у нас находится база этих бандитов. Здесь у нас есть проход, который ведет у нас в банк, и мы это прекрасно знаем. Но здесь у нас есть секретное место, где находится еще одна база бандитов. Что это может быть такое? Что это может означать, ребята, я не знаю. Возможно, они здесь строили какие-то планы. Окей, здесь у нас есть какие-то документы,
который абсолютно никак не прочитать. Давайте посмотрим, попробуем, получится ли у нас или нет. Для этого мы возьмем с вами бинокль, давайте включаем и посмотрим. Увидим ли мы что-то здесь разборчивое? Нет, к сожалению, ничего тут непонятно, что написано. Жаль, жаль, я думал, это немножечко нам поможет. Но что мы здесь видим еще? Мы видим вот такие вот камеры, которые нас куда-то показывают. То есть тут написано, ребята, Police Cams. То есть у них был доступ ко всем камерам, ко всем полицейским камерам. Как видите, написано Police Cams. Что это может означать? Это означает, ребята, только одно. И вы, в принципе, уже можете понять, что это может означать. Мы знаем, что этот у нас человек, который стал бандитом, он у нас раньше работал в ФБР. Что это может означать? Это значит, что у него есть доступ ко всему, что принадлежит полиции. Возможно, из-за этого у них и есть доступ к камерам. Интересная мысль, правильно? Ну окей, идем дальше. Но тут интересен тот факт, что он после посещения какого-то агентства, да, вот которое мы с вами видели, какого-то злого агентства, он превратился в какого-то зеленого человека. Что это может означать? Я думаю, что это был какой-то эксперимент. Я думаю, что они, то есть агентство, хотели сделать какого-то суперсолдата. И, возможно, им это удалось. Какого-то солдата, какого-то бандита, который был бы неубиваем. И если мы сюда придем, то мы можем несколько сопоставлений с вами провести. Если опустить тот факт, что здесь у нас инопланетяне, а они здесь, кто не в курсе, посмотрите мое предыдущее видео. Вы будете просто в шоке. И мы здесь видим вот такой вот шприц. Что это за шприц, ребята, непонятно абсолютно. О нем никакой информации нет. Возможно, это кровь пришельца. А возможно, это инъекция, которую делали как раз таки людям, чтобы сделать из них суперсолдат. Кто знает, если у нас здесь есть вот такие вот сиденья, возможно, тут и вкалывали это. Кто знает, ребята, что это может быть? Напишите в комментариях, знаете ли вы, что находится внутри этого шприца или нет. Но окей, он превратился в какое-то чудовище, то есть его уже человеком назвать тяжело. Но здесь есть очень интересная вещь. Все вы знаете, что у нас на кладбище есть вот такая вот могила, на которой написано «Сейчас же меня выпусти». То есть это явная угроза. Если мы опустимся вот сюда, то мы увидим здесь гроб. И если мы нажмем на этот гроб, то мы услышим рык. Что это за рык, ребята? Кого? Я думаю, что это рык как раз таки вот этого зеленого человека, вот этого суперсолдата, которого пытались, ребята, вывести агентство. И так как эксперимент не удался, может быть, он вышел из-под контроля, либо еще что-то, они решили похоронить его заживо. И тут возникает вполне справедливый вопрос. Если его похоронили заживо, и он до сих пор живой, означает ли это то, что он скоро выберется оттуда? Пиши в комментариях свои догадки.